Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать великолепную, простую, супер красивую тесьму. Крючок у меня 1,4, пряжа у меня стопроцентный мерсеризованный хлопок 169 метров в 50 граммах. Бисер у меня крупный, неровный. Перед началом работы я бисер нанизываю на рабочую нить, вот хорошо видно. Саму тесьму мы с вами будем выполнять с использованием приемов тунисского вязания. Присоединяйтесь. Очень интересно вяжется, смотрится великолепно. Выполняем цепочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее я подтягиваю бисер. Выполняю одну воздушную. Далее накид на крючок. И ввожу крючок во вторую петлю от крючка. И выполняю незавершенный полустолбик. То есть вот таким образом провязываю. Далее накид. То есть это принцип тунисского вязания. Далее во вторую петлю ввожу крючок и выполняю то же самое. Далее в третью накид с бисеринкой. Ввожу крючок и провязываю. Далее накид. Ввожу крючок и провязываю. И последний, 5-й раз, у меня 5-я воздушная, и мы провязываем. Далее очень внимательно. Я начинаю провязывание по принципу тунисского вязания. И смотрите, как я провязываю. Я вначале провязываю 2 петли на крючке. Далее я провязываю 3 петли на крючке. Далее вот я немножко опущу бисеринку, и вам видно будет 3 петли на крючке. Опять 3 петли на крючке. И у меня остается 4 петли или 4 нити. И я провязываю оставшиеся. Вот таким образом. За счет такого провязывания у нас будет небольшое смещение. Увидите, будет очень красиво и аккуратно. Далее мы с вами будем повторять. Далее мы выполняем воздушную. И опять же я подтягиваю бисеринки. У нас все далее с вами повторяется. Единственное, мы смотрим, как провязываем именно нити в первом ряду. Смотрите, я захватываю нить с бисеринкой, накид выполняю. И теперь я всегда буду захватывать, вот смотрите, нить с бисером и нить, которая сразу идет за ней. Вот таким образом. То есть за 2 нити буду захватываться. И вытягиваю. Далее опять бисериночку подтягиваю. И все точно так же. Нить с бисером. Вот она. И за ней сразу нить идет. И вытягиваем. Далее опять бисеринка. Нить с бисером. И за ней. И вытягиваем. Опять бисеринка. Нить с бисером, видите, и за ней. И вытягиваем. И последняя петелечка у нас с вами. Бисеринка. Вот бисеринка, видите. Нить бисеринка и за ней. И вытягиваем. Далее провязываем, как и я говорила, как и в первом ряду. 2 нити. Далее 3. Далее 3. 3 и оставшиеся 4 на крючке. Вот таким образом. Вот видите, у нас видно уже с вами идет смещение небольшое за счет такого провязывания. И тесьма будет получаться очень нежная, красивая и аккуратная. Далее выполняется все абсолютно одинаково. Давайте просто еще повторим. Мы с вами, напоминаем, в начале ряда всегда выполняем воздушную. Далее я подтягиваю наши бисериночки и выполняю накид с бисером. Далее пропускаю воздушную,
Смотрите, и захватываю нить с бисером и нить, которая идет за моей бисеринкой. Опять накид и опять то же самое. Нить с бисером и без бисера. И вытягиваем. Ничего сложного. Раппорт в ширину у нас с вами один ряд. Раппорт, в ширину, прошу прощения, 1 петля. Раппорт в высоту 1 ряд. Вяжется очень просто. И вы можете выполнить любую ширину такой тесьмы. Можно на 5 петель, на 6, на 3. То есть все зависит от вашего желания и необходимости. Может, лямочку будете делать или поясок. И провязываем 2, 3, 3, 3. И напоминаю, в конце мы 4 нити провязываем. И вот видите, очень красиво, аккуратно и нежно получается. Изнаночка у нас вот так смотрится. Так вы выполняете тесьму на необходимую вам высоту. Я завершаю выполнение тесьмы. Все очень просто. Выполняю воздушную, ниточку обрезаю подлиннее и воздушную затягиваю. Ниточку обрезаю подлиннее, если вы будете подшивать куда-то, да, или пришивать застежку. И вот такая красота у нас с вами получилась. Давайте изнаночку посмотрим. По изнаночной стороне тоже красиво, нежно смотрится. Видите, бисериночки все аккуратненько. И буквально 2 слова хочу еще сказать. Я выполнила еще небольшой вот такой образец из пряжи желтого цвета с золотым бисером. Точнее, с бисером, прокрашенным золотом изнутри. Видите, смотрится тоже очень нежно, красиво. Поэтому вы можете взять буквально любой цвет пряжи, любой бисер, крупный, подчеркиваю. И будет у вас прекрасно, нежно и красиво смотреться ваша тесьма. Обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать. Можно использовать в качестве отделки, можно использовать как украшение, браслет, украшение на шею, в качестве пояска. Можно украсить сумку и любое другое изделие. Обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать такую красоту. Не забывайте ставить лайки. И, конечно же, отдельное спасибо, что вяжете вместе со мной. Еще раз хочу подчеркнуть, что вяжется очень-очень просто, используя приемы тунисского вязания.